Куда уехать из России? Уезжаю из России на поезде. Куда эмигрировать в 26-м году? Нью-Йорк, роды. Загнивается ли Европа? Это те видео, которые смотрят мои зрители с моего канала. Ну, не на моем канале, а вообще. То есть это тематика, которая интересует моих зрителей. Сегодня утром пил кофе, посмотрел в аналитику Ютуба, и там есть, что смотрят ваши зрители. Для того, чтобы понять, что интересует моих зрителей. Вот почему мои видео про эмиграцию залетали больше, чем, к примеру, просто про Буэнос-Айрес. Мы находимся в Буэнос-Айресе, я буду ехать в сторону дома, а вы будете смотреть, что это за город. Раз вас так интересует эта эмиграция, обсудим, стоит ли сюда ехать сейчас или не стоит. Кто не знает, что такое Буэнос-Айрес, это Аргентина. Да, эмиграция сюда в этом году была очень-очень большая. Не в этом году, а эти 2 года уже. Но она делилась на людей разных. То есть люди, которые приехали и здесь останутся жить. Это одна часть людей. И да, многие здесь очень остались жить и будут уже продолжать. Их дети пошли в школу, в садики. А многие здесь родились, так как было когда-то такой период, когда все ехали сюда рожать. Вторая часть – это те, которые, мы их называем апровечадоры, то есть была возможность получить паспорта и свалить, они получали документы и сваливали, но сейчас это все очень ужесточили. В каком плане? Что невозможно сейчас остаться в Аргентине? Возможно, просто это стало немножко не так просто, как было когда-то. Не просто побегал и остался, а надо уже как минимум тут пару лет побыть безвыездно. И что самое главное и самое интересное в этом всем штуке про пару лет, это то, что нужно пробыть их легально. То есть многие, я так смотрю, мне пишут и говорят, приеду, побегаю, а через 2 года паспорт получу. Нет, не получишь паспорт через 2 года. Конечно, можно спорить, можете обсуждать, спорить со мной и все такое. В основном со мной спорят только те люди, кстати, статистика, по каналу, я же говорю, что сегодня посмотрел. Одна статистика такая, что, конечно, большинство зрителей меня все-таки смотрят из России. Я таки не понимаю, как они там интернет находят, но смотрят из России. Потом второе – это Украина. И на 3-м месте, как ни возьми, США. Это, наверное, после тех моих поездок в США у меня там появились некоторые друзья, и, наверное, им стало интересно, а как же здесь живут. А может и нет, может потому, что теперь видео автоматически еще дублируется на английский язык, с моих каналов, с этого канала дублируется также искусственный интеллект разговаривает на английском, наверное, проще просто людям слушать это дело. Но спорят, еще есть такие зрители, я смотрю так, одни интересуются, потому что хотят свалить, и это видно по тем видео, которые они смотрят, и правильно поступают, особенно молодые семьи, которые хотят, чтобы их дети как-то еще жили, развивались и имели какое-то будущее. А вторая часть смотрит это для того, чтобы сравнить свою жизнь с жизнью за границей. И понять все-таки, что, видите, потому и находят такое, Европа загнивается, те загниваются, потому что у нас как же зритель теперь, у него же теперь вынос мозга, раньше не было выноса мозга, раньше был один телевизор, смотришь программу «Время», что там сказали, то и правда, все. А теперь же кроме телевизора есть соцсети, есть YouTube, который практически сейчас уже заменяет во многих странах вообще телевизор. И уже не один диктор, как в телевизоре, а много блогеров, которые что-то рассказывают, другие соцсети, там всякие Facebook, Instagram. Вы думаете, что их закрывают? Да потому что вы смотрели только один телевизор, потому вам все и закрывают, чтобы не было другого мнения, чтобы было как когда-то. Один телек, одно мнение. 2 программы, значит, 2 мнения может быть, и те одинаковые одного хозяина. 2 программы, все. Скажу блогерам, надо верить или не надо верить. В чем-то не обязательно верить блогерам. Почему? На своем примере буду рассказывать. Многие интересуют многих людей вопросы документов, многих интересуют вопросы простой работы. И не все прямо приезжают удаленщики. Есть очень много, и это молодцы люди, которые реально приезжают удаленщики, которые знают, что они будут делать.
и будут жить в Аргентине, но работать там, к примеру, программисты всякие, еще кто-то там, мало ли, удаленщиков каких. И вот им попроще. Но начали ехать, это первая волна такая была, почти все были, вот 80% это удаленщики. Ехали или там сдавали квартиры, или продавали квартиры, им хватало сразу купить здесь какую-то квартиру и начинать жизнь и работать. Но потом начали ехать и люди сваливать, которые уже не такие-то и удаленщики, которых интересует работа конкретная, работа простая. Кто-то хочет быть автомехаником, кто-то хочет быть сварщиком, кто-то на фабрике работать, то есть такие простые работы. И вот они спрашивают про это то, что их интересует, когда они приедут, чем они будут заниматься. Я периодически рассказываю, но дело в том, что, чего говорю, не обязательно верить прямо, потому что мы же тоже люди, правда? И я занимаюсь какими-то своими делами, которые совершенно не связаны, к примеру, с тем, что меня спрашивают. И я не могу знать, какие там оформляют документы, ну, к примеру, там так вот прямо досконально. То есть есть, которые люди занимаются этим, они понимают, а я не во всем могу понимать. Я могу понимать в том, что я делаю. В компьютерах, в обычной жизни, так сказать, в автоматизациях всяких серверах. Вот в этом я понимаю. Или как вот Аргентина живет, как простой житель могу рассказывать, правда? Вот какие цены в магазинах там. Или как вообще живут в Аргентине, потому что живу я здесь 30 лет, уже больше 30 лет. Соответственно, конечно, я езжу по разным городам, вижу, общаюсь с людьми, общаюсь с самими аргентинцами. У меня много между ними есть друзей и просто товарищей, которых, как говорят, ты общаешься на всяких рыбалках, во всяких других делах. Одним словом, это да, это мы можем рассказывать. Какое-то специфическое я могу и не знать. Меня спрашивают, там, а на фабрике там я буду работать или не буду. Я не знаю, будешь ты на фабрике работать или нет. Вот о чем я имел в виду, что не обязательно как бы все верить прямо так вот, прямо блогерам. То есть в каких-то вещах мы можем не разбираться. Но есть и другие вещи наподобие таких, как живут в Аргентине. И тут тоже многие, это как у вас дома, да, вы, к примеру, смотрите с телека, у вас там, не знаю, живет где-то туалет на улице, дом разваленный, еще какая-то хрущевка, а вам все время с телека рассказывают, как вы процветаете. И вот у вас начинается вынос мозга, думаете, где правда, верить телеку или верить своим глазам? И то же самое в интернете, в Ютубе. Вы можете, я вам могу показывать, к примеру, а вам по телеку говорят другое. И у вас тот же самый вынос мозга. Кому верить? Тому, что он показывает, или тому, что говорят в телеке? Что имеется в виду? У нас же правительство может рассказывать, какой у нас экономический рост. Как у нас остановилась инфляция. Как все люди просто тут от счастья пухнут и бананами подкидываются. Но это то, что они показывают по телеку, или то, что печатают потом в газетах в разных странах. А простые аргентинцы, может, так и не думают, и так не считают. И вот тут многие тоже не могут понять. Они же привыкли в телек смотреть. И если телек говорит то, а я показываю другое, они вот не знают тогда, кому верить, кому не верить. Это нормально, это нормальное явление. Это ничего тут в этом такого плохого нет. Так что сами разбирайтесь. Я потому часто цепляю камеру, как сейчас. Вот я буду ехать и показывать вам. Почему? Потому что то, что я рассказываю, это одно, а то, что вы видите своими глазами, это другое. Потому что многие говорят, Латинская Америка, это там отсталый край, вот мы тут продвинутые, процветающие, А потом смотрят и глазам своим не верят. А что, это город Буэнос-Айрес, а что он такой красивый, а что он такой а что там люди нормальные живут? Не, мы же так единственные типа нормальные на свете, других же нормальных в других странах нет, и вот тут противоречие. Значит, ехать сюда или не ехать именно сейчас, я уже сказал. Можно ли получить здесь, остаться на все время, жить, работать и все? Конечно, можно. Это страна эмигрантов, и тут всегда так было. Во все года было так, что это люди приезжали, и кто хотел конкретно жить в Аргентине, оставался. Многие из тех, кто последние 2 года приехали, они тут останутся и останутся навсегда. Им понравилось, они будут жить, они сделают со временем свои документы и все. Это проще, чем в других странах.
Я считаю, что проще, чем в других странах, по сравнению там, с Америкой, с такими какими-то другими странами, это проще здесь. Но это и не совсем просто. То есть просто так теперь тут не раздают, потому что просто так, когда раздавали, начали появляться, я же говорю, не только те, кто хотел здесь жить, а начали появляться те, которые просто воспользовались моментом, что это просто надо получать, уезжать, брать документы, почему бы и нет. Ну и плюс появилось много засланных казачков. Сами понимаете, что такое засланные казачки, когда одна страна засылает своих казачков в другую страну. Для чего? Да для разных вещей. Здесь в Аргентине тоже появилось очень много засланных казачков. Вместе, как говорят, подмешанных под туристов и под иммигрантов. И сейчас они есть, они все прямо приезжают тут весело жить и спокойно и развивать своих детей. Кто-то по работе приезжает. Ну, это естественно. Значит, возможно здесь остаться? Возможно. Возможно здесь найти какую-то работу? Тоже возможно, но трудно. Потому что здесь половина своих тоже не имеет никакой работы. Соответственно, они местные, они с языком совсем не имеют работы. Если вы будете с ними конкурировать, это тоже будет не ахти. Значит, единственный вариант здесь, кто не удаленщик, потому что тем вообще это вообще не интересно. Кстати, меня меньше всего смотрят именно с Аргентины. Я же говорю, со всех, от с Казахстана смотрят. Еще тоже так явно выделяется прямо вот Казахстан. Не знаю, что там у них не так, но что-то их это интересует очень. Так что будем говорить про простые работы, такие, которые, как бы, чем люди могут заняться, те, которые не имеют своего бизнеса удаленного, которые не знают, чем заняться. Как правило, еще приезжают, не знают языка, это возможно жить, не зная языка. Здесь, да, возможно, то же самое. Особенно сейчас, это даже легче, чем когда я сюда приехал. По одной простой причине, что когда я сюда приехал, тогда не было интернета, не было каких-то там Гугля переводчиков, еще каких-то вот этих вот всех приколов, как взять там телефон и тебе все перевело. Сейчас это существует. Сейчас не надо бегать с каким-то словариком. Сейчас все существует. Даже если ты не знаешь языка, ты возьмешь телефон и договоришься. Это немножко неудобно, да, конечно, но вам же никто не мешает выучить язык, правда? То есть, чтобы было вам все удобно, вы просто должны пойти и выучить язык. Но это уже от вас зависит, это уже не зависит от посторонних людей. Соответственно, ребятки, получается так. При желании жить в Аргентине, остаться в Аргентине вы сможете. При желании найти работу, при большом желании тоже сможете. Можете начать с простых работ, как все здесь и начинали. Где-то пойти сначала в русскоязычных поработать на простых работах, хоть продавцом, хоть подмешать. Многие занялись просто производством чего-то своего. Кто-то консервы делает, кто-то тортики, кто-то еще что-то. Сейчас существует интернет, сейчас существуют соцсети, всякие телеграм-каналы, всякие страницы, интернет-магазины. И вот даже люди, которые не удаленщики, они здесь на месте начинают вот этим заниматься. То есть вот этими всеми производством того, чего он умеет делать, даже в домашних условиях, и продавать через соцсети. Уже для первого такого выживания, для какого-то первого бизнеса это хорошо идет. Даже, чего греха таить, некоторые, ну, как бы, открыли такой вот онлайн-бизнес и даже хорошо начали там развиваться, открыли какие-нибудь там приложения специальные с доставками, то гречка, то какие-то уже, вижу, там они продают рижские эти шпроты, еще что-нибудь. И мы заказывали как-то тут гречку, привозили нам, и дальше будем заказывать кое-какие вещи. То есть, да, почему у людей есть спрос на это, люди делают. Если конкретно интересует такая работа, как нет, я пойду на стройку прямо. Вот у меня вообще никакого не хватает ума там самому приложение сделать или там что-то пойти на базаре продавать или в группах в социальных сетях продавать. Я на стройку хочу. Даже и на стройку, наверное, можно устроиться. Единственное, что я бы не стал конкурировать с теми, кто работает на стройке. Все-таки это, ну, как бы, уже люди, которые больше ничего, кроме как таскать кирпичи, подавать какую-то арматуру, ну, уже не могут найти другого. И таких тут в Аргентине тоже очень много. То есть конкурировать с ними, зная язык, и
Можно? Можно, но я бы не рекомендовал. Я бы лучше, не знаю, интернет-магазин какой-то сделал и начал что-то перепродавать. Какой-то бизнес открыл там, получил бы наконец-то документы и начал бы этот самый Mercado Libre продавать. Если кто-то собирается сюда свалить только потому, что он думает, что он попадет как за границу и будет жить круто, хорошо, потому что дома он живет хреново, то нет. Это не значит, что вы попали сюда и здесь вот просто суперски будете жить. Многие, которые приехали сюда даже в хорошие времена, перед самим подорожанием, перед всем этим, они сейчас очень сильно плачутся. Я знаю людей, которые приехали, чуть ли не рассказывая, какие они там офигенные миллионеры, какие они бизнесовые, а потом теперь плачутся, не знаю, где, $40 взять. Аргентина вытрясает очень хорошо, то есть, если кто-то едет сюда, что он там разведет аргентинцев, как бы не развели вас. Потому что Аргентина умеет вытрясать бабло только так со всех туристов. Тут надо держать ухо востро, не такие уж они и разводятся хорошо, знаете. Сами все с усами. Тут уже люди привыкли в инфляциях, в подорожаниях бесконечных выживать, крутиться, и они быстренько находят, как и где, как только занюхают, что где-то у кого-то есть деньги, как их оттуда вытрясти, эти деньги. То есть сейчас здесь в Аргентине не так дешево, как было когда-то. Наоборот, можно сказать, дорого, очень дорого, даже дороже. Товары дороже гораздо, чем в Европе, гораздо дороже товары, например, чем в Америке. Если раньше сюда ехали из-за дешевого туризма, теперь аргентинцам дешевле поехать отдохнуть в Бразилии себе туризм, чем поехать там в Мар-дель-Плату, к примеру. Ну, понятно, может не так прямо, но все равно смысл в этом очень большой есть, потому что в той же самой Мар-дель-Плате цены такие, что в Рио-де-Жанейро отдыхать дешевле. Когда, я имею в виду, в сезон на всякие палаточки там на пляжах и все вот такое вот, да, снятие жилья там очень дорого. Соответственно, здесь люди сейчас живут немножко более напряженно в плане экономики. У тебя постоянная забота уже не то, как отдохнуть, куда поехать, а тебя постоянная забота, как оплатить все вот это вот, оплатить. Ты работаешь сейчас, вот основная масса, более половины аргентинцев, работает на оплату всевозможных счетов, которые бесконечно растут, без разницы. Тебе будут рассказывать с телека, что здесь нет инфляции, уже там типа инфляция минимальная. Там очень суперски там у нас все происходит. Да, очень суперски все происходит. Может, только для того слоя населения, который правит этой страной и которые при правительстве в этой стране. Там рядышком друзья всякие, большие бизнесмены. Да, для них очень круто. Они могут теперь покупать земли в Аргентине, предприятия большие, скупать ресурсы, так сказать, частную собственность, там воду Аргентины перекупить, и будет не аргентинская вода. Одним словом, для этих, да, так все крутенько, именно так, как в телеке и показывают. А вот для вот этих, что сейчас вы видите в камеру по улице, которые ходят, это совсем не крутенько. Это выживание от того, что все дорожает с каждым днем. При всем этом бесконечном у нас нет инфляции, у нас нет того, у нас нет всего. Люди выкручивается, то есть ты сегодня заработал, еле-еле вытянул, чтобы заплатить это, теперь тебе надо заработать сегодня или завтра на то, чтобы заплатить следующий счет. Есть ли в этом что-то положительное, вот в таком диком подорожании? Если не кривить душой, а нам нафиг не надо кривить душой, соответственно, да, кое в чем есть. Есть некоторые категории людей, которые работают на больших фирмах, они стали получать больше в долларовом отношении. Больше. К примеру, если когда-то получали там по $600, по $700, теперь в долларовом отношении, потому что цены все возникли, они не будут работать, если им не подымут, им подняли зарплату, теперь некоторые получают $1000, и $2000, и $2500. Я знаю людей, которые просто работая на работах получают. Хотя в Аргентине это и не так уж прямо сильно много. Теперь уже это немного. Если раньше при $1000 ты жил как депутат,
то теперь при 2-3 тысячах ты как раз хорошо середнячком будешь жить, чтобы не загнуться здесь. Вот. Так что уже это как бы с одной стороны хорошая зарплата, с другой стороны это и не скажешь, что тебе там хватит и ты будешь веселиться, но будешь уже более-менее жить. Так что те, кто собирается в Аргентину, должны как-то вот на такие цены приблизительно рассчитывать. То есть сейчас, если когда-то не так давно, вот перед этим правительством, мы ходили в супермаркет и тратили там 70 тысяч песо, будем в песах разговаривать, потому что доллар практически с тех пор не изменился, курс доллара, я имею в виду, не изменился между песом и долларом. И как был в районе 1400 песо за доллар, так он где-то в тех районах и крутится. Ну, может, совсем чуток какой-то там изменилось. Кстати, я что-то так заговорился, что поехал прямо в автописту. Ну, ладно, поедем по автописте. Не по городу, а по... Представляю, кто там направо-налево будет смотреть, Вижа, то есть посередине города, вот Вижа. Так вот, мы о чем? Мы о том, что, говорю, раньше, когда мы ходили в супермаркет, и набирали на 70 тысяч песо, это была полная гора, корзина вот эта вот с горой, это считалось очень много ты тратил, 70 тысяч песо, блин, офигеть. Теперь, когда ты приходишь в супермаркет и наберешь на дне корзины вот этой, на дне, ты заплатишь 150 тысяч, и ты будешь думать, блин, что я взял? То есть то, что ты хотел взять, ты уже не взял. Поняли, да, разницу? А если ты возьмешь полную корзину, ты будешь платить где-то в супермаркете, ну, обычных там, мясо, молоко, вот эти вот продукты, которые, если вы сами готовите, то вы набираете, чтобы у вас холодильник был полный. Если ты нагрузишь полную корзину в супермаркете обычными продуктами, то тебе это обойдется до, ну, между 400 и 500 тысяч, 500 000. А теперь засеките разницу, да? Вот если курс доллара остался тот же самый, а вы если получали в $1000 или там 1500 или 2000 долларов, и раньше вы корзину грузили за 70 тысяч, то теперь вы грузите за 500 тысяч. Вот вам называется, у нас нет инфляции, у нас все круто. Милей, великий, как говорят, трансформатор, который вывел страну из этого самого, из инфляции. Вот это вот и реальность, а не то, что вам там по телеку разговаривают. Но мы не будем плакаться, потому что я говорил, в этом есть и хорошие вещи. То есть все аргентинцы подстраиваются очень быстро. И они смотрят, если такая фиговина происходит, значит за свои товары они берут больше. Это пример того же магазина, да, он за свои товары стал брать больше, потому что ему нужно больше платить работникам магазина. Теперь экспенса в доме стало, больше. Почему? Потому что если когда-то у нас была еще экспенса 70 песо, не 70, да, 70 песо. Ну, это, правда, очень давно. Уже такие, я даже не помню, когда это было 70 песо. То теперь, к примеру, там 100 тысяч. 100 тысяч, да? Вот. И все в таком духе. То есть сейчас 100 тысяч, как когда-то 100 рублей. Вот это реальное соотношение, если вы берете, как говорят, цены, оплаты и все остальное. Если когда-то ремонт компьютера происходил в районе, там тебе дают, тогда было 1 к 1, правда, еще, ну, $30, 30 песо тебе дают, ты такой радостный, думаешь, блин, я сегодня целых 30 песо заработал. Сейчас средний ремонт компьютера, все понятно, зависит, смотря от чего, но все равно это 150-300 тысяч. Да, 150-300 тысяч, это, ну, $100-200, грубо выражаясь, ремонт компьютера. Не 30, а 100-200. То есть практически тоже люди стали получать больше в этом вопросе. Но тут же палка двух концов. Когда у тебя появляются такие вещи, что ты что-то продал или что-то сделал, и ты получаешь больше, но так как у людей в основной массе нет денег, они же обращаются к тебе реже, потому многие магазины, когда вы пойдете по городу Буэнос-Айрес, они закрытые, закрываются, все, бросают их. Почему? Потому что, с одной стороны, можно сказать, ну, они цены поднимут.
Да, они цены подымут, но люди теперь не ходят и все подряд не покупают. Люди теперь покупают только то, что им реально необходимо. Вот если им только это необходимо, они это покупают. А если им это не необходимо, уже просто так, про запас, никто не будет брать. А я еще возьму удочку на карпа, а я еще возьму специальный спиннинг там, для того, чтобы специальные блесны какие-то кидать. Нет. Теперь рыбаки аргентинские берут одну удочку, которой он будет и блесна кидать, и для карпа, и для дорадо, и для всего остального. Я к чему все это рассказываю? К тому, чтобы люди, которые собрались сваливать, и именно свалить в Аргентину, понимали простую вещь, что возможно ли это? Да, возможно. Но это очень трудно. Это очень трудно в каком плане? Очень трудно найти работу, очень трудно завести свой бизнес, а еще труднее всего это получить за это деньги. То есть, если вы хотите тут за бесплатно где-то у кого-то поработать, спору нет, вы такую работу найдете. Если у вас есть крутые идеи, и вы думаете, что вы их будете развивать, вы, конечно, можете их развивать. Тут не запрещено. Взяли, открыли предпринимательство, и все, ваша идея уже практически рабочая. Но самое такое будет сложное, это найти клиентов на эти идейки. То есть те, которые реально потом придут и принесут вам денежку. Вот это вот реальность. Я что так начал немножко как бы это притихать, потому что я начинаю смотреть съезд. Я же вскочил в автописту, так заболтался, что не свернул и поехал по автописте. Это автописта. Теперь здесь происходят ремонты всякие. Особенно там, где я раньше привык съезжать с этой автописты в свой район, а мне уже скоро, около Ривера. Там все переделали. Улицы, которые были двойными, когда я уезжал вот в путешествие по Аргентине месяц назад, двусторонними были, теперь стали односторонними. Те мосты, которые я еще пользовался буквально недавно, их теперь уже закрыли и построили новое. То есть в Аргентине строится все кучами, везде стройки, какие-то стройки. Видите, вот расширяют здесь. И вот я теперь попал в пробку, не знаю, смогу ли я здесь свернуть, или мне надо будет объехать это все место немного дальше, и только там уже свернуть Капиталь Федераль. Ну, для любителей Аргентины, я думаю, такая поездка тоже интересная, потому что те, кто приедут сюда жить, им придется ездить по этим дорогам, они должны знать, как у нас тут что происходит, насколько... Дороги в Аргентине очень хорошие, в основной своей массе, то есть основные дороги очень хорошие. Есть такие дороги, которые даже, ну, как бы исторически плохие. Даже есть такое место, участок Рута Куарента, ну, там все знают, там все едут, чисто туристическая рута больше, чем на самом деле. Так, что у нас тут? Парки Университарии, я потом с него не выеду, если я туда въеду. Вот этот мост, по которому сейчас, видите, вот, нет, не этот, парк Университарио, нет, это еще не этот. Так, следующий мост, вот там, который мне нужен, будет перекрыт. Не так, как я раньше привык, не сверну. Ничего, придется объезжать. В городе Буэнос-Айрес это вот так вот. Прямо конкретно. Но заметьте, это мы идем по городской автописте, здесь разрешено 100. Я имею в виду по скорости, видите. Шуруйте. И все строится. Вот здесь построили новые съезды, выезды, переезды. И вот мост второй, не вот это сейчас, а вот второй. Видите, он закрыт, по нему не едут машины. И вот как попасть, или едут? Едут, блин, но уже поздно. Едут, значит, что-то уже открыли. Блин, ладно. Вот, вон поехало такси. Ах, прозевал. Придется бежать. Вот эту тут развилку новую строят, новые мосты. И то закрыто, то открыто. Вот построили вот этот вот новый мост. Буквально 3 недели назад, как его открыли. Вот из-за чего я тут и все запутался. Ладно, объедем. Продолжим вам теперь немножечко про сам Буэнос-Айрес. То есть про иммиграцию я вас напугал.
Если хотите хорошо жить, езжайте в загнивающуюся Европу, не мучьтесь себя, не мучьте детей, не думайте, что вы здесь станете миллионерами. Нет, не станете. Многие, конечно, приедут, которым тут работу искать не надо. Еще они не все приехали. Еще сейчас чуток попрет еще одна часть иммигрантов, я говорю, которых просто деньги будут мешками, вагонами сзади будут везти. Те, которые сюда побегут, как все, исторически все бегут. Вот. А те, кто хочет искать работу и все, езжайте в Европу, в Америку. Там с этими работами гораздо проще, гораздо. А мы сейчас будем искать, как тут нам съехать на Либертадор, и вы сейчас посмотрите еще одну часть. Так, это съезд Висенте Лопес, пригород. Пропускаем его, этот съезд Висенте Лопес. И вот где-то здесь будет в Либертадор сейчас съезд следующий. Вот, Капиталь Федераль пор Либертадор. Смотрите, Капиталь Федераль — это столица Аргентины. Пор Либертадор, Либертадор — это проспект освободителей, освобождений. Ну, в общем, Либертадор. Либертад, свобода. Вот по проспекту Свободы. Съезжаем. Пук. И заезжаем в Капиталь Федераль. Направо пригород, провинция, хотя это и один тот же город, но он так разделяется. А вот сюда, куда мы сейчас едем, это столица всей Аргентины. У него отдельные Эй, куда? Блин, ё-моё. Ну смотришь ты, очи есть? Диги-диги. Я ж, кстати, возвращаюсь откуда? Я ж возвращаюсь с техосмотра. Вчера записался. Сколько стоит техосмотр машину пройти? 100 баксов. Ну, почти 100 баксов. То есть 100 тысяч песо. Так як 1,400, значит трошки меньше, около 80 каждый год. По тому, который номер машины у тебя каким цифрой заканчивается, в том месяце ты проходишь. У меня на 8 заканчивается, значит, вот 8 месяц я должен проходить техосмотр. Техосмотр проходится, ну, минут 10, наверное. Специальные станции техосмотра находятся, штук 10 в городе, большие, которые построены. И там ты просто не вылазя с машины, проезжаешь по линии, там все везде шатается, дрыгается, замеряется, промеряется всякими приборами. И все, выезжаешь, и у нас такой штрих-код на стекле висит там, и он автоматически просто обновляется, что ты типа техосмотр прошел. Уже не вешают новые таблички, перестали засирать стекло табличками. Это штрих-код, он автоматом просто в системе обновляется. И потом, если полицейский засканирует мой штрих-код висящий, он увидит, что я техосмотр прошел. Так вот, я вчера записался, потому что у меня и буквально было на сегодня на утро. И вот на сегодня на утро я смотался. Приехал на полчаса раньше, чем мне нужно. Но мне сказали, очереди нет, заезжай. Быстренько проехал, 10 минут и на обратном пути вам снимаю. Дальше смотрим. То мы проезжали центр у города, теперь мы проезжаем уже вот практически окраина, только с другой стороны. С южной стороны. Хорошее место. Это район сейчас, вот, который вы видите, это район Нунес. Направо-налево. Дальше будет район Бельграно. Это для тех, кто уже себе присматривает, где ему жить. Но я вам рекомендую ехать вообще в Бразилию, в Европу, в Америку. Там хорошо жить, там хорошо. Там там совсем круто. Или дома сидеть. Ладно, народ, смотрим. Как вы видите, это мы едем уже в середине города. Это и есть Либертадор. Хороший район. Квартиры дорогие здесь, в Буэнос-Айресе. Но все равно, если вы, конечно, продаете у себя там где-то на Красной площади квартиру, то вам хватит, чтобы купить в Буэнос-Айресе квартиру, так и быть. Тогда, может, даже еще и останется на супермаркет. Так что вот так где-то.
сколько можно по городу ездить. Многие же автолюбители потом будут интересоваться, как у нас. Ну вот, к примеру, по такой авениде, которой я сейчас еду, здесь разрешено в некоторых местах 60, в некоторых авенидах 70 разрешено ехать по городу. В основном по городу 40, около школ 20. Ну, как правило, сильно не разгонишься, даже если разрешено 70, потому что здесь очень много машин, очень много транспорта, и, соответственно, существуют всякие пробки, особенно в часы, когда люди едут на работу или люди возвращаются с работы. Так что все равно, в принципе, как раз более-менее все достаточно. Смотрите, есть здоровенные дома, всякие Макдональдсы, Бургер Кинги и все остальное. Так что для обычного человека, для жизни тут, в принципе, все есть. Но нужно крутиться. Так мы его и назовем. Здесь все есть, но надо крутиться. То есть просто так, по-простенькому, вряд ли что добьешься. Но все может поменяться. В Аргентине всегда вот сколько я живу здесь, 30 лет, всегда были экономические качели и политические передряги. Всегда. И вот это вот не исключение и период этот. То есть в следующем году, вот увидите, когда видео я начну снимать в следующем году, у нас начнутся плюшки. То есть какие плюшки? Какие-нибудь плюшки, которые имеются в виду для простого народа, что а вот мы там сделаем вот то для вас, а вот мы сделаем вот то для вас. Особенно где-то весной начнутся такие плюшечки. А знаете почему? Потому что это будет год перевыборов нынешнего президента. Соответственно, и плюшечки начнутся где-то не очень задолго, так, чтобы сильно не потратиться на эти плюшечки, знаете, так сказать. Но всякие обещания, мы пойдем еще выше, мы начнем жить еще лучше, я вам еще больше буду, так сказать, всего делать. Вот эти все плюшечки начнутся где-то у нас наверняка с марта месяца, да. Потому что нехрен людям плюшечки предлагать, когда будут отпуска будут в февраль-январь. А вот с марта, когда они вернутся после отпусков, дети пойдут в школу, и останется полгода до выборов, вот, тогда тут нам начнут рассказывать о великом будущем. Это всегда так происходит. И раньше вообще гораздо заранее, за целый год уже начинались плюшечки до выборов президента. А потом, видно, экономика становится экономной, и президентов тоже, как говорят, тратиться на плюшечки они сильно не хотят, а народ они считают дурачками недоразвитыми, как всегда, как во всех странах. Соответственно, можно уже сократить срок плюшечек и давать их немножко позже. Так как и кандидаты, которые потом высовываются, вы видите, что кандидаты в конечном итоге со своими обещаниями, вот их нет, а потом бах, и остается, допустим, 2 месяца до выборов, и тут начинается куча кандидатов, раздают пирожки, раздают шарики на улицах, вот, обещают счастливую жизнь, вешают свои плакатики везде, там, обвешают все мусорки своими плакатиками. То есть сейчас уже народ как бы поэкономнее даже к предвыборной кампании. Не знаю, а у вас интересно тоже так или нет? Или у вас там всю жизнь плюшечки, просто не всегда срабатывают, не всегда обещания потом выполняются. Ну, у нас, как правило, обещания вообще не то, что они не всегда выполняются, они делаются совсем наоборот. Тут надо смотреть так, если вдруг тебе что-то обещает, это значит, что ты наоборот все будет обязательно. Иначе вообще никак. Ну, я думаю, мы в этом плане не исключение. Ну, вот то, что лично я в своем окружении, в своих знакомых, в своих каких-то вот друзьях, с которыми там просто разговариваем на каких-то рыбалках, там еще с аргентинцами, я еще не встретил того человека в последний год, который пойдет и на следующий год проголосует за нынешнее правительство. Вот пока что не встречал, блин.
Не знаю, может потом прямо по телеку их покажут. Увидим в конечном итоге. Но пока я не видел. Так что вот вам наша реальность. Пока. И так видео сильно затянуто. Я люблю видео снимать, когда сам еду в машине. И мне нечем заняться. Я вам рассказываю всякие плюшечки. Пока и до следующих видео. А вы не забудьте хотя бы там, ну, пальцы вверх поставить, что ли. Я ж думаю, они там у вас растут правильно, не поломанные все. Можно тыкнуть пальчик вверх.